Всем привет! Сегодня я вам покажу, как правильно вставлять видео на фон сайта, чтобы оно запускалось сразу, красиво обрезалось и работало во всех браузерах. Расскажу о форматах видео, важных атрибутах и адаптивности на мобильных устройствах. Но обо всем по порядку. Погнали! Итак, мы уже создали папку с нашим проектом. В нем у нас есть индекс HTML и style CSS. В стилях пока ничего нету. И нам также необходимо подключить стили в индекс HTML. Для этого укажем тег link и пропишем путь до style CSS. Отлично. Теперь стили у нас уже подключены. Нам остается написать структуру HTML файла. Давайте добавим блок. Пусть будет section классом main_block. В нем добавим контейнер ограничивающий. И body, в котором расположим сам контент. Заголовок H1, пусть будет title, какой-нибудь текст рыба, лорем и ссылка, link. Далее мы можем свернуть наш контейнер и под ним создать тег видео. Путь нам здесь не нужен, но нам необходимо указать атрибуты. Первый из них это autoplay. Благодаря нему видео воспроизводится автоматически после загрузки страницы. Нам это нужно. Далее, если мы не укажем атрибут muted, автовоспроизведение в браузерах не сработает, так как звук будет включен, и многие браузеры именно блокируют воспроизведение таких видео. Поэтому мы добавляем атрибут muted, отключаем звук. Далее, следующий атрибут loop. Он нам нужен для зацикливания видео, чтобы оно каждый раз повторялось после завершения. Следующий на очереди атрибут place inline. Он контролирует воспроизведение видео на мобильных устройствах. Обычно видео открывается в полноэкранном режиме, но этот атрибут позволит запретить такое поведение, оставив видео в рамках элемента. Грубо говоря, мы думаем о мобильных устройствах и о всех браузерах, которые используются, в частности в Safari. И последнее, что нам необходимо, указать атрибут preload. Значение auto. Этот атрибут нам нужен для подсказки браузера, чтобы он понимал, нужно ли загружать видео или информацию о нем сразу со страницей. Нам это нужно. Мы указываем значение auto, и наше видео загрузится сразу при загрузке страницы, и пользователь сразу сможет его начать смотреть. Отлично. Все атрибуты основные указаны. Теперь добавляем класс для стилизации. main_block видео. Внутри тега видео нам необходимо указать путь. Для этого пропишем source и укажем тип. Видео WebM и src. Давайте сразу напишем название видео WebM.
Но нам этого недостаточно. Мы добавим немного кросс-браузерности. Для этого скопируем наш source и укажем другой формат MP4. Именно этот формат поддерживает Safari. Видео MP4. Теперь нам нужно где-то это видео найти. Давайте это сделаем. Для этого перейдем на сайт pixels.com. Все ссылки я оставлю в описании. Здесь мы можем бесплатно загрузить видео, но не забываем смотреть про лицензии. Это очень важно. Напишем в поиске, например, я хочу найти горы, mountains, и найдем какое-нибудь подходящее видео. Вот, как раз то, что нам нужно. Download. Перешли в нашу папку с проектом. Меняем название видео и сохраняем. Но нам этого, как вы уже поняли, недостаточно. Нам необходимо два формата WebM и MP4. Поэтому в строке поиска я ввожу Convert MP4 to WebM. И перехожу по первой ссылке. Выбираю файл. Convert to WebM, все верно. И нажимаю кнопку Convert. Ждем какое-то время. Готово. Наше видео преобразовано в формат WebM. Нажимаем на кнопку Download. И проверяем название видео WebM. Все отлично. Сохраняем нашу папку. Наше видео уже появилось на сайте. Но нам не хватает красоты. Поэтому давайте добавим немного стилей. Для начала подключим шрифт. Для этого перейдем на сайт Google Fonts. Ссылку я оставлю в описании. И в строке поиска введем интересующий наш шрифт. Nunito. Есть, нам уже подсказывают. Теперь нажимаем на Get Font. Далее Get Empt код. И выбираем способ подключения. Я обычно пользуюсь импортом. Линк мы подключаем в HTML, импорт подключаем в стилях. Нажимаем на импорт и копируем код. Вставляем style CSS. Отлично. Далее давайте обнулим ненужные стили, паддинги, марджины и пропишем box size border box. Для body зададим шрифт, который мы только что подключили. Nunito. Скопируем, ставим и укажем фон. Background color. Пусть будет вот такой. Отлично. Теперь для main блок, для нашего основного блока мы зададим высоту 100 VH на всю высоту экрана. Укажем фон. Сделаем position relative. И сразу укажем z-index 1. Сделаем flex контейнером. Разместим по центру вертикали. Теперь для контейнера зададим цвет белый. Зададим максимальную ширину 1200 пикселей. Внешний отступ нам поможет оцентровать блок 0 пикселей auto. И внутренние отступы нам помогут обезопасить данный блок на низких разрешениях, для того чтобы он не прилипал к краям экрана. Далее Display Flex и Line Items Center. Для заголовка Font Weight пусть будет 300. Line Height 116%. Размер шрифта 50. Сразу зададим отступ вниз 36 пикселей. Для текста
Размер шрифта 18, font weight 500, line height 167%. Можем указать максимальную ширину, также 696 пикселей, и сразу внешний отступ вниз 50 пикселей. Теперь нам остается стилизовать нашу ссылку. Уберем подчеркивание, которое задано по умолчанию. Зададим цвет белый. Добавим немного жирности. Размер шрифта 16 пикселей. Сам цвет нашей ссылки также мы поменяем. Так. Внутренние отступы 14 пикселей и 53 пикселя. Background color белый. Закруглим нашу ссылочку 224 пикселя. И сразу добавим плавности для фона. Background color 0,3 секунды. При наведении Power будем менять фон. Сделаем чуть-чуть темнее. Так. Отлично. Видим, что пока что наше видео вылазит на всю высоту и очень много по ширине занимает пространство. Сейчас мы этим займемся. Для самого видео зададим Position Absolute. Так. Сверху 0, слева 0. На всю ширину и на всю высоту родителя. Также нам необходимо заполнить все пространство блока, обрезать лишнее и сохранить пропорции. Для этого воспользуемся свойством Object Fit и значение Color. Так. Теперь мы не видим текст. Это легко исправить с помощью zIndex-2. Теперь мы текст видим, но не сказать, что он легко читаем. Поэтому я предлагаю добавить плашку main block before. Псевдоэлемент content уберем, position absolute. Сразу зададим zIndex-1 и зададим также фон на всякий случай, если вдруг у нас видео не загрузится. Так, на всю ширину, на всю высоту. Сверху 0, слева 0. Отлично. Надеюсь, теперь стало понятно, как вставлять фоновое видео правильно. Если было полезно, ставьте лайки и пишите в комментариях, все ли было понятно. Делитесь своими идеями для новых видео. Исходный код можно найти на моем Boosty канале. Там же у вас есть возможность поддержать канал, оформив подписку за символическую плату. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.